Как научиться использовать тренировочные элементы на практике? Почему на тренировки попадаю, а на соревнованиях нет? И почему качество важнее объема? Смотрите в этом видеоролике. Меня зовут Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вас ждет куча полезной информации для начинающих и опытных игроков. А пока вы смотрите это видео, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Мы начинаем. Наверное, у 90% игроков возникает такой вопрос. Вот на тренировках великолепно попадаю, делаю по 100 топ-спинов, не уступаю в мощности и быстроте ведущих спортсменов. Но вот на счет не могу ничего попасть. В чем же дело? Давайте разбираться. Есть множество факторов, влияющих на сам результат, но вот конкретно на умение играть на счет влияет построение своих тренировочных занятий. А там уже психологическая подготовка, тактические азы и тому подобное на начальном уровне носят второстепенный характер. В этом видео я раскрою одну из методик, как эффективно перенести свои технические навыки в игру на счет. Игра на счет зависит от быстроты принятия решений и от развития сложной двигательной реакции. Вы всегда находитесь в ситуации неопределенности, поэтому если вы точите элемент по известному вам направлению, то в игре на счет вы так просто не попадете. Где-то не дойдут ноги, где-то будете ждать в один угол, а летит в другой. Или бить по всем мячам одинаково, хотя в одном нижнее вращение, а в другом верхнее. Чтобы этого избежать, я покажу методику, как развить умения, с помощью которых вы научитесь следить за мячом и ракеткой соперника, точно занимать позицию перед ударом и всегда принимать верные решения за минимальный промежуток времени. В этом комплексе я разделил упражнения на 3 уровня сложности, поэтому двигайтесь постепенно. Тише едешь, дальше будешь. Данное упражнение включайте в каждую тренировку и переходите к следующему, когда начинаете безошибочно выполнять текущее задание. Время выполнения каждого задания должно быть не менее 50 минут. После этого обязательно делаем перерыв 2-3 минуты или меняемся с партнером местами, чтобы мы успели восстановиться к следующему заданию. Количество заданий на реакцию должно быть минимум 2-3. Они идут после основной разминки за столом и отработки заданий, направленных на технику и перемещение. Теперь переходим к самим упражнениям. Уровень 1. Простые упражнения на реакцию для ног. Первое упражнение. Игра с маленьким разбросом по одному направлению. Здесь вы развиваете короткие перемещения и выходы на мяч. Допустим, вы играете по левой диагонали и вам соперник бросает мячик ближе к центру или к оси. Разброс где-то 10-20 сантиметров. Упражнение 2. Игра со средним разбросом, но с определенной точки. Соперник вам бросает мяч либо влево, либо в центр. Ваша задача быстро сместиться ногами в одну из точек, либо остаться на месте. Упражнение 3. Игра с большим разбросом. Для этого хорошо подходит игра справа с 2/3 стола, чтобы развить быстрый и точный выход с сильной стороны на мяч. Игрок посылает мячи рандомно по любой диагонали, по которой вы договорились играть. Так вы тренируете простую реакцию ногами. Дальше мы переходим на переключение ударов с правой и левой стороны. Хочу отметить, что бывает игрок хорошо переключается с топ-спина справа на топ-спин слева, а вот с топ-спина слева на топ-спин справа делает много ошибок. Так что эти два перехода тренируются по отдельности, а потом комбинируются между собой. Переход справа налево. Мы делаем накат справа направо по диагонали. После 1-3 ударов игрок переводит мячик в левый угол. Наша задача среагировать на этот мяч накатом слева и вернуться обратно на правый накат. Так мы развиваем быстроту переключения и смену направления мяча. Второе упражнение то же самое, только теперь мы играем слева налево по диагонали и на реакцию получаем вправо. Здесь мы с игровой левой диагонали должны успеть развернуться направо и точно сыграть. Упражнение 3. Затем мы усложняем упражнение. Игрок нам бьет либо влево, либо вправо, и мы должным образом выполняем удар. Если направо, то накат справа, если налево, то накат слева. Добиваемся легкости переключения. Упражнение 4. Центр, лево-право на реакцию.
Здесь основная задача всегда возвращаться в исходную позицию, сохраняя центр, и моментально реагировать на направление приходящего мяча. Это упражнение одно из основных в арсенале профессиональных игроков. Упражнение 5. И последнее в этом разделе. Игрок нам бросает по всему столу, а мы играем в одну точку. Задача в этом упражнении точно выходить на мяч и реагировать необходимой стороной. Это был первый уровень тренировки реакции. Здесь вы можете тренировать все элементы и комбинировать их между собой. Срезка справа, срезка слева, справа топ-спин, слева накат, справа удар, слева топ-спин. Ваша смекалка и фантазия вам в помощь. Второй уровень – переключение между вращениями. Вы должны научиться четко играть по нижнему и по верхнему вращению в неопределенном порядке. Упражнение 1. Срезка справа, накат справа. Напарник вам бросает произвольно БКМ в один угол, либо нижнее, либо верхнее, и вам надо правильно по нему сыграть. Это упражнение вас учит быстро собирать информацию и следить за ракеткой соперника. Здесь вы разработаете правильную реакцию на действия соперника. Если угол ракетки острый и удар под мяч, то это срезка. Это нижнее вращение надо срезать, если верхнее надо накатить. Также можно чередовать топ-спин по нижнему и верхнему вращению. Упражнение номер 2. То же самое упражнение, но уже по левой диагонали. Так вы будете быстрее понимать, что вам надо делать в конкретный момент, когда вам летит мячик в определенный угол и с определенным вращением. Третий уровень – переключение между направлениями и вращениями. В данном блоке вы комбинируете угол правый или левый и вращение нижнее или верхнее. Также лучше это все тренировать на БКМ, так как можно регулировать скорость подачи мячей в соответствии со скоростью вашей двигательной реакции. Упражнение 1. Накат справа, накат слева, срезка слева. Игрок поочередно бросает вам мячи в левый или правый угол с верхним или нижним вращением. Вы стараетесь правильно ударить из угла, в который пришел мяч, и выполнить необходимый элемент. Как добились автоматизма, усложняете элементы. Топ-спин справа по нижнему или по верхнему вращению. Упражнение 2. Игрок произвольно бросает мячи по всему столу с верхним или нижним вращением. Вы стараетесь подойти правильно к мячу и выполнить необходимый элемент. Данное упражнение совершенствует вашу двигательную реакцию и быстроту принятия решения. Также это применимо к приему подачи. Игрок вам подает либо нижнюю, либо верхнюю подачу, и вы принимаете. Это был базовый комплекс для развития быстроты мышления и сложной двигательной реакции, который значительно улучшит вашу игру на счет. В следующем ролике я расскажу о том, как тренировать реакцию для первого и второго хода, как прогнозировать длину вращения и направление мяча. На этом наш ролик заканчивается. Если вам оказалось полезным это видео и вы хотите, чтобы наша комьюнити развивалась, делитесь видео с друзьями, оставляйте комментарии под видео. И самое главное, пальчик вверх и подписочка. С вами был Иван Толмачев и мой ассистент Павел Малахов. До встречи!